Подарок судьбы для тебя. Что же это за подарок? Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Сейчас вот вы точно не в своем самом лучшем ресурсном состоянии. У кого-то может проиграться немножко, вот вы приболели, да, может быть усталость, потому что долго без отпуска, может быть без выходных работаете, либо же просто очень много впахиваете, да, что просто, ну, банально не хватает времени на отдых. У кого-то может проиграться, ну, такое сродни депрессивное состояние, когда ничего не хочется, вот какая-то апатия, да, вот с головой ушли в работу, да, у кого-то проиграются переживания из-за женщины, да, которая либо же вас разочаровала, с которой вы вынуждены были расстаться, но которая не отпускает до сих пор ваше сердце. У кого-то может проиграться еще нехватка такого душевного тепла. Будучи даже женщиной, допустим, поскольку это общий расклад, может быть, даже, вот знаете, вы живете вместе с женщиной, но вы не получаете от нее того, что вам бы хотелось, вот как мужчине, да, какой-то заботы, нежности, ласки, каких-то задушевных разговоров, что ли, да. Поэтому вот состояние не самое лучшее может сейчас у вас проиграться. Вы человек, который исключительно любит держать все в порядке, да, вот контролировать даже, чтобы был порядок, да. Может быть, даже у кого-то проиграется, ну, такой авторитарный характер, когда вам нужно все четенько держать, что, где, как, да, вот, чтобы вы знали, где чего не хватает, где что купить, где что отремонтировать, ну, то есть в таком духе даже. Возможно, кто-то из вас подозревает на себе негативное воздействие. Это могут быть разные признаки, они бывают абсолютно разные, да, и как по здоровью, и проблемы в личной жизни, проблемы по работе, да. Возможно, даже ваше такое депрессивное состояние как раз и связано с тем, что вот сейчас вот какой-то ваш жизненный кризис продолжается. Что еще? Возможно, вы даже человек творческий, да? Вам хочется, знаете, такую отдушину. Поэтому у кого-то из вас, может быть, даже вот творчество – это как маленькая ваша отдушина. Редко вы этим можете заниматься. Кто-то играет на инструментах, кто-то пишет стихи, кто-то там, я не знаю, рисует, может быть, да. Но это бывает редко, но вы кайфуете от этого, вы расслабляетесь. И, конечно, вам бы хотелось почаще заниматься этим любимым делом, хобби такое, да, ваше маленькое. Поэтому, ну, такое состояние каких-то упаднических таких настроений, состояние апатии, да. И что еще о вас сказать? Ребят, кто-то из вас занят, знаете, какая работа? Эта работа может быть и интеллектуального характера, это может быть работа за компьютером проиграться, да, где вы много пишете, много думаете, работа, где много документов, допустим, да. Вы человек еще, человек воды, да, либо же вы любите воду, вот во всех проявлениях. Кто-то, может быть, пить воду любит, кто-то в ванной полежать, кто-то поплавать. Может проиграться даже, что вы живете недалеко от воды, поэтому, ну, вы кайфуете, вы такой пловец, да, и для вас это тоже своего рода, ну, такая разгрузка, да. Есть у вас на примете женщина, которая вам нравится. Причем женщина хозяйственная, женщина неплохая, да. Но как-то вы то ли пока к ней присматриваетесь, то ли вот еще что-то вас смущает в ней, да. Вы можете сами даже не понять, что такое, почему вы стопоритесь. Но как-то вот вы, может быть, потому что это ваше не самое лучшее состояние настроения, да, поэтому, ну, пока вы личную жизнь ставите на паузу. Ну, давайте-ка смотреть, какие же подарки судьбы вам
предназначены, да? Я буду сейчас разные варианты говорить, а вы переворачиваете под себя. Ну, сразу же мне показано, что в вашей жизни появится человек, который очень сильно поглотит ваше сердце, время, она станет вашим воздухом. Вот эта женщина, с которой вы захотите быть 24/7. Это женщина, на которую вы будете делать очень серьезные ставки. Она вам будет, возможно, даже напоминать кого-то из прошлого. Да? Может быть, имя похожее, может быть, внешность, там, фигура, какие-то черты характера. С этой женщиной будет очень легко, очень спокойно и надежно. Это ваш будет такой, знаете, теплый человечек. Это ваш такой уголочек уюта, да, вот когда вы будете с ней общаться. То есть, смотрите, даже если вы сейчас находитесь в самом таком своем апатичном, в плохом настроении, да, что может быть казаться не до любви, не до отношений, но появится человек, который круто поменяет вашу жизнь на 180 градусов. Далее, у кого-то из вас сбудется ваша мечта, те, кто хотели, может быть, поехать куда-то, либо на отдых, либо же это какая-то другая, вот очень теплая, но это приятная, такая запланированная, давно запланированная поездка, но которую либо же вы откладывали, либо же денег не было, да, либо же какие-то другие препятствия были. А здесь вот так сойдутся все факторы, что вы сможете с легкостью. Кто-то денежки подсобирает, да, если это, допустим, туристическая путевка. Кто-то, может быть, вырвется к родителям, либо там к родственникам, к друзьям, еще куда-то. Ну, то есть вы давно этого хотели. Очень теплая, очень классная такая эмоциональная поездка будет. Причем вы сможете там и даже немножко подработать, да, потому что ну, как говорится, да, по соседям, да, просто попросят вас что-то сделать, допустим, соседи, там, ваших родителей, к примеру, да, и вы и денежку подзаработаете, и в то же время отдохнете, и пообщаетесь с дорогими, близкими людьми, поэтому, в общем-то, будет все в кайф. Кто-то из вас, возможно, захочет, ну, либо завести четвероногого друга, либо же может еще проиграться, что вы долго не могли заводить ну, новую там кошечку, собачку, потому что вот прежнее ваше животное, возможно, ну, погибло, да, и вам тяжело давалась эта идея, что ну вот как я заведу нового, да, это ну как бы предательство будет, как я полюблю новое животное, да, вот в таком плане. У кого-то из вас проиграется, что к вам начнет подбивать клинья какая-то женщина, с которой вы, в общем-то, ну, таких, может быть, дружеских, либо же соседских таких отношениях. Женщина упитанного такого телосложения, ну, приблизительно среднего возраста. Женщина, с которой, ну да, можно поговорить, пообщаться, но как-то вот вы ее не рассматриваете для серьезных отношений, потому что кому-то комплекция не нравится, кому-то еще что-то не нравится. Ну, просто знайте, что она в вас влюблена. Вы можете с ней завести отношения. Это одинокая женщина. Она может, знаете, вот какой еще опознавательный знак. Она может вас как бы заманивать своими какими-то там вкусняшками, там, да, какими-то пирогами, блинами, вот в таком плане. Это женщина, которая, ну, она может даже флиртовать, вот даже смотреть на вас таким взглядом, ну, который точно не перепутаешь ни с кем и ни с чем. Потому что флиртующую женщину всегда видно. Поэтому дерзайте, если у кого есть такая влюбленная дамочка, где-то по соседству, в вашем окружении, дерзайте. Что еще? Что еще? Кто-то из вас начнет заниматься, может быть, какими-то медитативными практиками, либо же слушать релаксирующую музыку такую, да. Возможно, это поменяет ваш какой-то внутренний мир. Вот именно спокойствие вот после вашего такого перегруза на работе, после выгорания эмоционального, вот вам как раз и не хватало. Причем еще, знаете,
Когда вы будете использовать эти практики, даже вот по медитации, да, вот какие-то уходы в себя, вы почувствуете реально себя другим человеком. И те, кто, может быть, давно не могли выкарабкаться из каких-то стрессовых ситуаций, вы поймете, как вы оживаете, как вы начинаете чувствовать и энергию, и как будто вот прилив сил, да, ну, то есть такой бодрячок становитесь. Кому-то из вас захочется еще, ну, так, как говорится, дерзнуть, тряхнуть стариной, да, может быть, заняться какими-то вещами, либо делами, которые вы делали раньше. Кто-то, может быть, спортом начнет заниматься, ну, тем видом спорта, которым раньше когда-то занимался, а потом забросил. Кто-то начнет, может быть, там, я не знаю, плаванием заниматься, да, ну, то есть какие-то виды спорта вот однозначно начнут вас вдохновлять, как будто вот назад в прошлое. Вот вторая серия, да, вторая история вашей жизни. С кем-то у вас будет серьезная договоренность по поводу чего. Ну, смотрите, здесь может быть такая какая-то бизнесовская, скорее, финансовая договоренность, да, это заключение серьезных сделок, да, вы переворачиваете под себя, кому это подходит. Не все все-таки бизнесмены, да. Это будет договоренность, которая будет выгодна вам обоим. У кого-то это проиграется как совместное дело, да, там с другом, приятелем, когда вы будете открывать вот именно свое дело, у вас будет договоренность, очень неплохие заработки, но постепенная раскрутка будет, да, поэтому тоже это будут, ну, своего рода такие подарки судьбы, финансовые подарки, потому что вы, в общем-то, довольно неплохо сможете стать на ноги. И это касается даже тех ребят, которые сейчас, вот, может быть, на мели. У вас, если вы хорошенько так подумаете, немножко так нужно посмотреть, осмотреться вокруг. Есть какой-то человек, который, может быть, вам уже предлагал какую-то сделку, какую-то совместную работу, может быть, ваши вложения, да, вот совместное дело. Вот обратите внимание на этого человечка, да, вот вы сможете тоже сделать классный такой тандем. Узнайте какую-то сплетню, которая, ну, просто может выбить вас из колеи. С чем это будет связано? Но это может быть связано с тем, что вам скажут, что, ну, скорее ваша бывшая зазноба, да, либо же дама, с которой вы проживали, но она либо же что-то на вас делала, да, либо же какие-то вот сплетни распускала. Вот у кого как проиграется, да, ну, то есть здесь негативная очень информация. Причем негативное до такой степени, что это будет такое сначала, может быть, ступор, шок, какое-то тотальное такое разочарование, да. У кого-то может возникнуть даже желание, ну, действительно, ну, то ли на диагностику пойти, да, тем более, если у вас симптомы какие-то есть. Может быть, вы уже подозревали, да, какой-то негатив. Причем, вот знаете, это женщина, которая была в вашей жизни, то, что она делает, вот если у кого проиграется, да, что вот она какие-то сплетни распускает, то это всего лишь от ее бессилия. Это от того, что вот вы не прогнулись под нее, вы не стали ее возвращать, вы не стали как-то вот прогибаться, да, не стали наступать на свою гордость, да, и ей это не понравилось, но это такая маленькая как бы женская месть. Поэтому, да, будет сначала неприятно, да, будет обидно, но те из вас, которые теплят надежду все-таки быть с этой женщиной, это такая пренеприятнейшая новость, да, вот которую вы узнаете о ней, она вам откроет глаза. И вот здесь вы, те, которые еще жили надеждами, да, а вдруг помиримся, а вдруг наладим, а вдруг все будет хорошо, вот это станет вашей такой точкой невозврата. Вы поставите эту точку очень четко, однозначно и бесповоротно. Ну и давайте еще напоследочек немножко посмотрим, что еще за подарки. Что за подарки? Слушайте, ребята, да вы какой-то такой подарок получите. Особенно, вот смотрите, может проиграться, у кого будет в ближайшее время день рождения. Это будет какой-то подарок, о котором, может быть, вы давно мечтали. У
каждого это, конечно же, свой подарок, да, вы давно мечтали, может быть, вы как-то намекали своим там родственникам, друзьям, приятелям, у кого-то это женщина, может быть, да, вот у кого новая женщина появилась. Поэтому, ну, это будет такое балдежное ощущение, состояние, когда вы получите его, да, ну, вы просто будете как ребенок радоваться. Захочется, знаете, вот будет какая-то ситуация. Смотрите, у кого из вас проигрывается, допустим, что вы уже сейчас в отношениях, но это новые отношения, нормальные отношения, да? Вы поймете, что женщина, которая вам встретилась, ну, она совсем не такая, как другие, да? Вот она какая-то чистая, искренняя, она порядочная, она может быть в чем-то даже наивная, но она настолько работящая, она настолько такая домашняя, что ли, она простая. Вам захочется вот сделать для нее что-то такое очень и очень классное. То ли это будет серьезный подарок для этой женщины, да. У тех из вас, у кого есть, ну, такие серьезные финансовые возможности, вплоть до того, что вы будете задумываться серьезно, чтобы купить ей, ну, либо же машину, либо же недвижимость, да. Вот она настолько чистая, искренняя, вам покажется, что вы будете готовы просто на все ради этой женщины. Вот настолько вот вы будете покорены ею, ее чистотой, ее, ну, вот искренностью, да. Вот искренность, ее ведь ни с чем не перепутаешь. Это знает и чувствует любой мужчина. Поэтому, ребят, вот такой был сегодня расклад. Переворачивайте, кому что подходит, потому что, опять же, у всех судьба разная, у всех подарки судьбы разные, да. И всегда, в общем-то, в любой ситуации нужно думать только о хорошем, да, думать только о позитиве. И вы обязательно это притянете. Ну а кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!